Фу. Здорово всем, дорогие друзья, с вами я, Радоншоп, и сегодня у меня будет самое масштабное видео на канале. Мы сделаем обзор на дрифт-машину, лучшую дрифт-машину, не побоюсь этого слова, которая называется Toyota AE86 Trueno. Встречайте! Приезжай, да. Да. Вы бы охерели вы, если бы это была правда. Но имеем, что имеем. К сожалению, это не то, о чем вы подумали. Ладно, да. Это не обзор настоящей AE86 Trueno. Я заказал кое-какую вещь с Алиэкспресса. И она мне пришла вот в такой коробке. Я ее, конечно же, уже открыл, но сделал вам вид, что это что-то новенькое, и оно только прибыло. В общем, да, я заказал вот эту вещь. А что же внутри? Сейчас вы и увидите. А вот и сама паска. Да, вот она. Здесь вы можете видеть все, что вам надо, вся информация, откуда она пришла, название фабрики, контактные данные, Made in China, конечно же, и все тому подобное. И вот же, что нас встречает, сняв эту крышку. Так, здесь мы можем видеть так называемый руль от этой машины. Да, вот у нас влево-вправо, влево-вправо. И езда вперед и назад на курок. Если мы давим на себя, то вперед, если давим от себя, это назад. Как я правильно понял. Вот такой вот руль. На вот включение и выключение. А снизу у нас сам экспонат, который будет ездить и дрифтить. Да. Вот такая вот Toyota AE86. Выглядит очень хорошо, очень детально, без номеров. Задние фонари как будто бы немного тонированы, а так прикольно. Есть надпись Power Racing. Неплохой дизайн. Что же еще у нас идет в комплекте? Давайте проверим. Какой-то пакетик. Пакетик со всякой мелочью, типа сменных колес, конусы, чтобы их, видимо, объезжать. И, конечно же, зарядкой. И инструкция, конечно же. Инструкция для RC Drift Returns. Выполнен на одном бумажном листе, на котором есть текст на разных языках. И, конечно же, иллюстрации, как этим управлять, как ставить зарядки, аккумуляторы и т.д. и т.п. А на другой стороне, конечно же, мы видим китайскую инструкцию, как и чем и что делает. То же самое, что и на английском, только на китайском. Как раз для нас, да? Нет. Все, ладно. Оставляем это в углу. И откроем же тот самый пакетик и рассмотрим поближе, что же все-таки там было внутри, чтобы понять конкретно, для чего он нужен. Вскрываем наш прекрасный пакет и высыпаем содержимое на стол. Нас встречает прекрасный запах и конусы. Ага, вот у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 и куда-то еще упал 6. Сейчас, подождите, да, вот он упал. Вот. О, вроде бы вот он, да. Сюда. Это да, вот. Вот такие у нас конусы идут в комплекте. И, конечно же, вот мы видим 4 колеса с резиновыми покрышками. Как мы могли видеть на той, я вам еще покажу, они пластиковые, а здесь они вот такие вот резиновые. Даже есть рисунок на самой покрышке, да. Как мы понимаем, их надо одевать, если вы не хотите дрифтить, а чисто поездить на машинке. Не знаю зачем, как на обычной машинке, да. Сделано красиво, детализировано, красивый диск. Но рисунок одинаковый, что для левых, что и для правых. Отверточка, чтобы открутить колеса, открутить батарейки, открутить что угодно в вашей жизни. Конечно же, самая важная вещь, крестовая, как мы можем видеть. Я сейчас вам сфокусирую, 5 секунд. Надеюсь, будет видно. Вот такая крестовая. Ну, все крестовые, отвертки крестовые, все понятно, да? Рисунок один и тот же. И зарядное устройство.
Идет она на USB и переходник на какой-то другой. Сделано там будет видно где Шунтунг, Мантонг, 6,5, 0,5 ампер, 2 амперы, 8000. Не знаю, я в этом не сильно шарю. Также можем рассмотреть разъем под аккумуляторы, которые будем вставлять, чтобы заряжать. Так, возьмем машину теперь, возьмем отвертку, конечно же, и раскрутим в ней все нужные нам болты, винты. Так вот он достался, и давайте же посмотрим на дне. Ага, у нас в комплекте шло два аккумулятора, один розовый, другой синий. Один уже был подключен заранее, вот он, конечно же, включенный. И второй просто отдельно лежащий. Они очень маленькие, выглядят вот таким вот образом. Там видно, сколько они ампер, 3,7 вольта, 14 тысяч Лион. Самое важное название Лион, да. А второй мы оставим здесь, проверим, насколько он заряженный. Бам. И закрутить, конечно же, назад. Это все дело. Вот так вот. Бам-бам. Да ёп. Вот так. Чмек-ток. Ну и давайте же рассмотрим само днище этой машины. Есть небольшие детали в виде выхлопной трубы, которая идет, оси. Также мы можем увидеть вот этот регулятор влево и вправо, L и R. Кто не знает для чего он, например, я не знал, когда покупал эту машинку, это для того, чтобы регулировать поворот колеса. Например, вот если вашу машину немного ведет вправо, вы можете его поставить в немножко левое положение, и ее перестанет вести, например. А если ее ведет влево, то сделать аналогично. Здесь мы можем видеть on и off. Давайте же нажмем на on, проверим, как она выглядит. Бам! О, засветились фары. Фары. Видите, чисто двух белых диодиков. Вроде бы неплохие, но проверим уже, наверное, ночью, как она светит. Вот, как можем видеть, белый свет. И осталось только проверить, если есть батарейки в самом руле нашем. Открываем и видим, что вот у нас батарейки. Две батарейки, вроде бы просто АА. Пальчиковые, не мизинчиковые, обычные батарейки среднего размера. И идет тут... она идет здесь, вот этот вот винтик, он идет с шляпкой, которая не позволяет ему выпасть. Сейчас я вам покажу поближе. Вот он. Поэтому его не надо доставать с самой вот этой крышечки. Он просто остается здесь навсегда. Потом вы просто вставляете вот таким вот образом и закручиваете до конца. Вот таким образом. Да. Так, все на месте, батарейки есть, включаем, проверяем работоспособность. Начинаем проверить, включена ли машина. Так, оп, ага, ездит, нормально, рулится, мы можем видеть. Выворота тут прям нету крутого, поэтому просто щелчок влево-вправо. Вот она едет вперед-назад. Очень резвая, могу сказать сразу же. Сильно уж резвая. Но посмотрим, как она будет на самом полу ездить. Потому что так-то можно сказать, можно она на столе, но вообще нормально. Я ставлю зачет. Проверим теперь это на полу. Как она будет ездить и скользить. Ну что ж, погазуем тогда. Вот она в кадре, да-да-да. Сейчас я попробую взять поворот. Оп, ага. Ну то есть очень сильно, она очень резвая. С ней надо очень аккуратно подгазовывать, потом только вот она пошла. Бублики, оп. Обычные. Ну, слушайте, от меня чистый респект, потому что она очень хорошо ездит. Она резвая, она управляемая, хоть и выворот не сильно можно поставить свой, но плюс-минус контролируемо. И как для ребенка вообще кайф. Поэтому сейчас мы еще попробуем, наверное, поставить конусы, чтобы поездить вокруг них. Так, с немного магии и тадам. У нас есть уже конусы, которые поставили по кругу, чтобы проверить, можно ли вообще проезжать. Оп. Ну, на самом деле, очень тяжело из-за того, что она не сразу заносится. Ее надо вот научиться ловить именно вот по момент, когда ее начинает заносить. Вот сейчас херня получилась. Из-за того, что нету газа, вот дозировки газа, очень тяжело понять, вот когда она вот вылетит из поворота, и вот когда она именно вот войдет нормально. А сейчас более-менее, сказал я. Ладно, давайте сейчас еще немного погазуем, посмотрим, как она вообще себя покажет. Вот таких вот дрифтах. Да.
Ну, короче, пока что херня какая-то получается. Опять врезался. Вот, возвращаемся на студию. Вот такая вот у нас получается микрорадиоуправляемая машинка. И за момент, пока я учился, это плюс-минус 3-4 дня владения ей, я могу вам показать, чему я научился, и чему я могу научить вас, и чему я могу научить вас, потому что какие-то техники все же можно повторить, я думаю, в реальной жизни, потому что если один раз получилось, то это случайность, 2 раза совпадение, а 3 раза это уже закономерность. А у меня это получалось не 1 раз, поэтому прошу. Чтобы вы понимали, насколько я износил колеса на этой машине, посмотрите на это, боже, как же отлично фокусится. Только посмотрите. Ну как фокус-то работает в этой жизни? Вот износ колес за 3-4 дня. Вот это износ колес за 3-4 дня езды. Активной езды на этой машине. Некоторые части можно, конечно же, убрать, потому что это по большей части просто грязь и пыль. Но факт остается фактом. Колеса надо тщательно чистить. Для того, чтобы она дрифтила лучше. Потому что если вы на ней дрифтите долгое время, она забивается пылью и грязью, и сцепление с полом становится более сильным. И катать на ней не очень приятно. Ну ладно, меньше предисловий. Покажем, что... Хочу вам показать, что же я научился за это время, пока я ездил. Поехали. Быстрая и яркая